Я уже тут написала вам тоже чуть-чуть, что много моментов перекликались с первым сеансом и с последним сеансом. Что на первом сеансе была моя сфера, как реки, горы, и на последнем то же самое. В первом сеансе они взяли с моего левого ребра эфирное ДНК, а перед последним сеансом как раз мне Костоправ сломал ребро с левой стороны. Перед первым сеансом я проколола колесо. На сеансе мы сломали колесо сансары. И опять пару недель обратно я опять в машине проколола колесо. Хотя мне уже скоро 30 лет стажа, как я вожу. Это 2 раза вообще в моей жизни, когда я проколола вообще колесо. Такие совпадения просто, ну вот случайность такое. Это не случайность. Вчера буквально какой-то человек назвал себя добрый, написал о нашем сеансе, что это бред. Вот. А ему ответил Илья Цельнозор. Написано было Цельнозор Сталин. Написал на 146% бред. 146? Я зашла на... Да, именно на 146, то есть колдует что-то он уже. Зашла на канал, смотрю, у него там 3 с чем-то тысячи подписчиков. Активировался, короче. Ни звука, ни духа, а вот именно нету, а перед этой ночью я видела такой сон интересный, как будто я сижу на поляне, мы в кружке, там много людей, там дальше, ну как бы на поляне, как много людей, там сидят, и там рядом кто-то говорит, и как бы услышала, что на латышском, на моем языке говорят, говорит, что-то там прозвучало слово «цельнозор». А я обратила внимание, говорю, а вы что, Цельнозора смотрите? И как он вам нравится? Говорю, я вам не советую его смотреть. Они так говорят, ну да, какой-то он странноватый. Раньше он был иначе, теперь он какой-то не такой. Я говорю, лучше не надо смотреть. Так от него не было вообще ни духа, ни звука. Это вот как раз, да. Вчера ночью вот такой коротенький сон видела. А Мона такое несет, и как зомби тараторит, вот как будто бы в нее впихнули информацию, и она просто вот это выдает. Я вообще поражаюсь, как с такой скоростью можно вообще говорить. Что-то соображать. Что-то соображать. То есть там это словесный понос, это ужас какой-то. Да, и у меня такой еще вопрос, Марите. Скажи, пожалуйста, ты занималась вот этими вызыванием этих помощников, демонов? Так это когда было, это да, было давно, так мы уже отменяли 2 раза. Ну, это понятно. Да. Ну, они же как, гонишь их в дверь, они лезут в щель. Ну да, я говорю, мы уже отменяли их и на 2-м сеансе, и на 3-м сеансе они были выплывшие. Ну, это же не просто так. Илья что-то проявился, он никогда мне ничего не писал. То есть, и вдруг он пишет под видео, которое вообще... А это точно Илья был или кто-то... Нет, это его соратник написал, а он под его комментарием написал. Я поняла, что, думаю, будет сеанс, то есть уже будет мешать в сеансе. То есть перед сеансом они что-то там уже... Ну да. И мне интересно, что вообще этот раз, слава богу, не было ни звука, ни духа, вообще никто не напоминал, что он такой. И тут вот я услышала где-то, что кто-то слово «Цельнозор», я сразу напряглась, я говорю, вам лучше не смотреть, не надо. Я говорю, когда-то я его тоже смотрела, я говорю, когда-то он начинал, говорит, да, вроде показалось нормальный, там, про историю, ну, интересный контент. Я говорю, а когда он поменял свой контент, ушел вообще не туда, куда надо. Я говорю, ушел с дороги. Я говорю, не надо туда даже. Да. Моя цель. Так.
Я изъявляю свою волю и возвращаю весь свой украденный и потерянный потенциал, энергию, все частицы души, где бы они ни были. Восстанавливаю свои личностные границы, делаю генеральную чистку от всех вампиров, эгрегоров антимира, чужеродных, мертвых, негативных программ, которые высасывают мою энергию и потенциал, который мешает мне освободиться полностью. Возвращаю и сохраняю свое божественное здоровье, которое дано изначально поконом Вселенной, и уничтожаю эгрегор болезни в своем пространстве. Так, запускаю регенерацию всех моих клеток, очищаю свое эфирное и физическое ДНК, избавляюсь от всех страхов, отказываюсь от денежных пожертвований, которые мне вредили, разоблачаю и уничтожаю мошенников, развязываю все узлы, нахожу, отрубаю все крючки, зацепки от эгрегора магии и антимира, уничтожаю антимир и магию в моем пространстве. Убираю программирование НЛП и гипноза, отменяю все мои неправильные решения, действия, мысли, пожелания, клятвы во всех пространствах, во всех воплощениях. Возвращаю свою божественную память, возвращаю видение живого пространства, очищаю свое пространство, квартиру, машину, кошку, мой канал TikTok, очищаю свой род, расторгаю все контракты, подконтракты с антимиром, магией и всеми мертвыми программами, завершаю свою миссию совершенства, освобождаюсь полностью, проверить и настроить свой внутренний критик, воссоединяюсь и наполняюсь совершенной чистой божественной энергией Первого Творца, возвращаюсь домой с родственной душой, запрещаю вторгаться в мое личное пространство и красть мой потенциал и энергию, запрещаю считывать мое эфирное ДНК, возвращаю свою божественную естественную защиту. Благодарю всех за опыт, карма по усмотрению Первого Творца, всем, кому предпочитается передать информацию маме о моем и моему роду и оставить в пространстве в свободном доступе. Также хочу попросить прощения у всех, кого я обидела или кому навредила, намеренно или не намеренно, во всех воплощениях. Здоровье. Позвоночник, поясница, боль в правую сторону отдает. Кстати, когда я вчера дышала, я видела, что как будто там внизу, где поясница, как лом или как железка, такая как Г-буква, кто-то в спину как будто вторгнул это самое. Еще я вчера видела, но я пыталась ее вытащить, отправить, не знаю, получилось мне или нет, такая как перевернутая, как В-буква, как бы надо мной. Одна это как бы вторность, где сердце, а другая сторона, как В-буквы, как позвоночник сзади, где крыло. В районе лопаток болит, ну вот как я и говорила, что это как раз это как В-буква такая, тоже как железка какая-то была. И где-то полгода, как по вечерам начали локти болеть, и больше месяца обратно по утрам начала болеть, я не могу вот так вот сделать руки, не могу согнуть. Пока раздвинется, надо отойти. Такого вообще никогда не было. Позвоночник Атланта освободить, убрать причины аллергии, почистить нос. Я уже Виктории говорила, что вот в прошлом сеансе у меня был шлем, где на носу, где мы сняли. И после пару
дней мне в том месте, который я хотела очистить, появилось как прыщик. И я как-то зацепила, он еще не дорос, зацепила ногтем, оттуда как хлынула кровь. И такие пульсациями, ну, как сердце, как пульсациями. Я положила салфетку, смотрю, я так радуюсь, говорю, давай, все плохое, давай, все, уходи. Ну, не то, что боялась, наоборот, давай, ну, все уйдет. Ну, нет, все равно меньше, но еще остался там эта точка, но уже меньше, не такая, как была, значит, еще не до конца ушла. Я уже думала, ну, все уйдет, все уже больше не будет. Ну, надо нос тоже почистить. Так, нет, зуб крошится уже полгода. Так, найти причины моим болезням и устранить, убрать крючки, зацепки, импланты, к чему цепляются болезни, уничтожить эгрегор болезни, запустить регенерацию всех клеток. Да. И мне было что интересно, поскольку когда я раньше все равно куда приезжала, мне наоборот все говорили, когда ты приезжаешь, у нас там что-то случается хорошее, там то, а тут обвинили меня, что наоборот. А я еще им говорю, а ты уверен, что это типа из-за меня что-то плохое, может наоборот, потому что я была, ничего плохого не произошло. Ну, а он как бы пытался сказать, что это типа, вот я была, значит, вот это из-за меня так. Если человек кого-то обвиняет, то это говорит, что это на самом деле причина в нем. Потому что если во мне чего-то нет, то я на это не обращаю никакого внимания. А если человек предатель, который подвергается этим программам жертвенным, предательским, он во всех будет видеть предательство. Если кто-то любит перебрасывать карму, он будет на это обращать внимание. Человек злой будет говорить «я добрый». Да? То есть стараться завесить такими этикетками себя. Где-то в апреле я попробовала печенье с концентратом от конопли. На меня повлияло так, что, ну, поскольку это было больше как успокаивающее, чтобы ты спать могла. Ну, и я такая полусонная и была, как спала. То просыпаешься, засыпаешь, просыпаешься, засыпаешь. Но это было что-то. Такое самочувствие, как будто, ну, с кем-то ты занимаешься интимом, а никого нету, а все вот буквально все такие чувства, как будто у тебя происходит интим. Я так при себе громко сказала «стоп», но тогда все прекратилось. Ну, что это вообще такое было? Я обличаю и запрещаю меня использовать и убираю сексуальные подключки, очищаю вторую чакру, очищаю привязки от всех мужчин и всех духов. Кто меня там имел, я не знаю, я отказываюсь. Но я когда сказала стоп, тут же само все прекратилось, как будто ничего и не было. И я заметила, что где-то с сентября мне стало вообще не вести во всех сферах. Как будто кто-то крадет мой потенциал, и здоровье ухудшилось. Вот тогда началось с позвоночником, и финансы ухудшились, и вес стал набираться. Куда и как утекает моя энергия и мой потенциал? Найти причины, разобраться, вернуть потери. Да, интересно, что только после первого сеанса я себя чувствовала облегченной, и прерыв энергии было, а после остальных не было такого. Мне почему-то, да, попадались или слабые мужчины, которые перекладывали ответственность на меня, или которые пытались жить за мой счет. Убрать препятствия к встрече на физике с родственной душой. Один самый главный сон, который вот надо посмотреть, который был после нашего последнего сеанса. Было несколько людей. Там была я и Виктория, и Евгений, еще, ну, не знаю, там, может, 15-20 людей, ну, много людей вот стояли, мы что-то обсуждали, что-то важное.
и что-то нам надо было. И я говорю, что у меня есть это, но только дома, что надо заехать, забрать. Я сажусь в машину, и Виктория говорит, я с тобой поеду. Мы сели в машину, проехали полпути, и в дороге, подъезжая к городу, в машине как будто кто-то вырубает всю электронику. Машина еще едет, но я понимаю, что до дома точно не дотянем. Я как-то завернула в двор и припарковалась. Рядом припарковалась желтая машина. Оттуда вышел мужчина с женщиной. Женщина сразу зашла в подъезд домой, а мужчина поздоровался, там еще один мужчина был, который там стоял. А я спросила у мужчины, где тут какая-нибудь мастерская или автомагазин, что я предполагала, что что-то не то с аккумулятором. Или, может, где-то можно подзарядить его. Тот мужчина тоже согласился, что, наверное, что-то с аккумулятором. Но он просто сказал, что ну там где-то за кварталом есть магазин. Мужчина, который приехал на машине, говорит, что он устал и пошел домой, типа отдыхать. Я Виктории говорю, что надо сфотографировать аккумулятор, чтобы знать, какой размер, поскольку у каждой машины свой размер. И пойдем искать этот, раз нам никто не хочет мужчин помогать. Ну и я схватила, смотрю, мне телефон разрядившийся. Я зашла в подъезд подзарядить этот телефон. И тут как бы моментально там на несколько секунд так все темно стало, как бы все отрубилось, вообще все как ночь полная, как гром зазвенел или что. И потом опять свет появился, и на улице такой шум. Я выбежала посмотреть, что там за шум, а там огромный мужчина в черном бьет эту машину, желтая, которая рядом с моей машиной припаркована, уже стекла бьет, все. Я подбегаю к этому мужчине, говорю, что ты делаешь? Я оттаскиваю эту мужчину от этой машины, а там вокруг много людей стоит, женщины, мужчины, все смотрят, никто ничего. Ну и не знаю как, но как-то я его оттащила, этого мужика от этой машины. Подходит ко мне мужчина и говорит, поблагодарил за то, что я спасла его машину. Я еще удивилась, а почему он сам ничего не делал? Я уже подхожу к своей машине, а там капот открыт, вот как книга, вот так вот. Я уже фотографирую, значит, этот аккумулятор, смотрю, а где же Виктория? Сейчас пойдем, а Виктории нету. Смотрю, этот мужчина, который бил эту машину, уже Викторию схватил, тащит свой джип. У него был черный большой джип. И засовывает ее, как эти базарные клетчатые сумки. Я подбегаю, я эту сумку открываю, он закрывает, я открываю, я говорю, Виктория, вылазь, мы опять с ним это самое. Я говорю, да что это такое? Смотрю, а Виктория вот чисто, знаете, вот как эти игрушки или как, да, вот так, голова только вверх, и опять он ее, и опять я ее вытаскиваю, а у нее такая вот голова такая вот так появляется. И меня удивило то, что вокруг много людей, и никто ничего, никакой реакции. Почему только я одна боролась с этим мужчиной? Но что интересно, тот мужчина меня не трогал. Он только вот так отталкивает, типа, отойди, это не твое дело. Но все его боялись. Да, кстати, вот что удивило, что Виктория тоже не сопротивлялась. Вообще в жизни, когда я вижу несправедливость, я не думаю о том, что я могу сама пострадать. Я иду останавливать конфликт, кого-то спасать, а не думаю о своих последствиях, что я тоже могу сама пострадать. Ну, это альтруизм, который отличает развитую душу от неразвитой души.
Жемчужины будем искать. А это точно жемчужину. Я сегодня какого-то дракона словила за голову. Вот так вот и пасть открывала и достала такую жемчужину. Блин, считывай информацию, Виктория. Да, Так я что, уже заметила. Марите, концентрируемся. Кстати, про ветер. Ладно. Но Я не говорила, хватит нет, что времени, мне в ухо, Марите. вот после нас, когда мы с тобой, Виктория, разговаривали, я делала упражнения для спины, и у меня такой яркий звук ветра в правом ухе было, только в правом, как будто я на улице была под ветром. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Угу. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Марите. Марите. 1, 2, 3. Я ее вижу. Она вот так как-то как приближается, идет. И имплант, вот где верхние зубы, какой-то черный имплант. Он вот такой. И в правой руке она как бы тащит за собой. Рука вот так назад. Она тащит такую энергию, как змея. Она вот так извивается в сектор интерферентов. И у змеи этой, вот она ее как будто за зуб держит, что ли, тоже вот это какая-то морда вот здесь. И у Мариты вот этот имплант такой, как черный, а у змея черная, а имплант с одним зубом такой светящийся. Считывается ядовитый зуб. Так. А в секторе магии там тоже кто-то есть. Стоит какая-то черная фигура и держит такой блокнотик сияющий. Имеет отношение к принятию решений. Угу. Хорошо, Виктория. Отодвинь эти ситуации. Считай эфирная ДНК. Марита ли это? Да, это она. Я слышу ее голос. Вижу Угу. ее лицо. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней и для нее. Она говорит, разрешаю. И вот этот имплант вот как-то так продвигается в секторе интерферента. Угу. И у нее вот такое... Она показывает, как будто руками вот так показывает, как она расширяется, как она толстеет. Это связано с сектором магии. Угу. Так, Виктор, с чего нам лучше начать? Вот она показывает и сзади вот эту змею. Угу. У нее рука как будто вот сейчас внутри этой змеи, а змея вот так укусила ее. Угу. Так, что это за змея? Я приказываю этой змее проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Так, она вот так трусанула эту змею и появился, считывается колесо с правой стороны в секторе интерферентов. Считывается эгрегор власти. Такое, как будто бы вжатое внутрь черный ободок, как колесо, как с мотоцикла какое-то такое. А внутри там как такие спицы, и кто-то как будто бы застряг между спицами. Как будто он пролез вот так, какая-то черная фигура. Я этой черной фигуре приказываю проявиться в соответствии с его эфирным ДНК. В секторе интерферентов я слышу Черномор, то есть этот дух, эгрегор, черная борода. Угу. И
и у него такая левая рука, как будто спица. И он так раз ее подвинул и показывает пальцем в сектор магии. Так. А там как будто бы под какой-то черной плитой кто-то находится. Угу. Так, кто там под плитой находится в секторе магии, приказываем проявиться. Так, появляется в таком квадратике лицо. О, почему это Тарас? Слышу Тарас и вижу, как он вот так рукой в верхний угол. А там такой, как паутинка. Символ цельнозора. И от этого символа идут такие, считывается, мишени. Ну, вот это как мишень, вот этот символ цельнозора, как мишень. От него идут такие лучи вот так ниже. И там как будто я вижу стоят люди и с каким-то благоговением таким смотрят именно на вот этот символ, который у Тараса как на экране. Вероятно, у него так и было, я не знаю. Вот. И они так вот смотрят, и этот символ отображается у них на лбах. Вот где третий глаз. И вот так идет сквозь них. Ну, вижу, вот Марите, одна из них, их там много людей. Наташа проявилась. Другие люди. Вот Марите, и она вот так показывает в сектор интерферентов. Вот как какая-то проекция, вот это колесо. Как одна проекция, а ниже такое же, только считывается как другое пространство. Так, давай по очереди посмотрим, что такое, что это за колесо, Виктория. Вот это вверху, которое. Потому что вот там внизу, в этом нижнем, вижу Марите, и она там вот так как будто ложится и накрывается таким покрывалом. Это вот пространство, да, ты сказала, да, которое ниже? Да, которое ниже. Так, накрывается. Сейчас я смотрю. И она вот так вот как будто легла. А там внизу вот так достает, говорит будильник. Так, будильник. Достает будильник, вот как в Советском Союзе были такие большие будильники. Такой черный будильник, и там цифра 2 проявляется на этом будильнике. Вот так сразу никаких цифр не вижу. Будильник, вот этот циферблат разделен на две части, где 12 и 6. Вот этот от 6 до 12 черное, а от 12 до 6 более светлое. И здесь вот так раз цифра 2 высвечивается. Так. И почему-то вот это идет Ураборос. И вот как этот символ, что змея, вот здесь она как бы кусает, а здесь, ну, в секторе интерферентов, а в секторе магии она тоже такая же, с такой пастью открыта, которая как бы направлена, вот пожирает саму себя, а попутно захватывает, считывается заблудившихся. И вот Марите показывает
Вот она стоит и смотрит вот на этот символ, который прикреплен у Тараса к этому экрану. Мгм. Так. Ну, не зря же вчера этот проявился, да? Мгм. Так. Спросил Марите. А, А мне хочется у Тараса спросить, что это он ну, делает в пространстве, Мариты. хорошо. Хорошо, А он Виктория. говорит, откупаюсь. Так. Ну, это тот момент, когда он решил ну, пользоваться этим символом. Он говорит, что он откупается. Мгм. Сейчас спрашиваю, от чего. Он говорит, показывает правую ногу, говорит от греховности своего рода. И у него там, где правая нога, вот так идет вся полоса, вот эта черная правая сторона, и на правой ноге такой огромный, как шар, а почему-то считывается как ковш. Ну, тот ковш, который как бы землю вот так, Мгм. такой вот техника такая большая. Вот. Так. Оно А считывается как... Я смотрю, что это за ковш, а оно считывается империализм. Мгм. Империализм — это имеется греховность рода? Ну, я сейчас вижу, он проявился в форме солдата, ну, как этот царь носил, Николай II. Николай II. Мгм. Так. Так, а спросил Тараса, чем он откупается от греховности рода? Он вот так как-то показывает какую-то штуку и говорит чуть-чуть там, чуть-чуть там. Как будто Так. бы так. А перед кем он откупается? Он вот так показывает на этот черный шар, который буквально как будто бы вот ковш огромный, такими зубами, да, его Мгм. цепанул и держит. Так, чей это Держит черный его шар? рот. Кто хозяин этого черного шара? Я приказываю проявиться. Проявляется, вижу такая борода, человек, я слышу, он называется как Черномор. Как мор, морить, ну, Мгм. морить. Умирать, морить, ну, смерть, мор. А Черномор это как магическая смерть. То есть черные Ясно. энергии, они символизируют разлом. Мгм. Хорошо, Виктория. Считай информация. Что за грех рода у Тараса? Он вот так показал, и у него как красная стрела из сектора магии. Вот какая-то такая изогнутая прямо в сердечную чакру. И вот он просто сказал, я убийца. Мгм. Так. Виктория, а считай информацию. С этим грехом рода Марите как-то связаны? Есть какие-то зацепки, крючки? Так, надо посмотреть. Мгм. Вот я сейчас нужно так найти тот крючок и зацепку, то есть поставить такую задачу конкретно. Мгм. Хорошо, Виктория, заморозь все эти события. Да. На счет 3 ты найдешь крючок-зацепка, в которой Марите связана
с грехом рода Тараса. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Что-то Так, появляется? вижу с правой стороны отсюда идет такая белая энергия. Она вот так доходит до, от Марите. Это в ее пространстве. Угу. Как до талии. И там какая-то как будто вот белая балерина вот так делает, так кружится вокруг своей оси. Ну, делает так ножку так, вот так кружится. Так. И возле нее появляется как такой какой-то черный мужчина, который он как будто появился вот так в танце, потом обошел вокруг нее и как-то присел. Угу. Так, кто это мужчина, я ему приказываю проявиться согласно его физической ДНК. Появляется Тарас. Он вот так как-то присел и в упор смотрит, вот так просто в упор. Ну, не присел, а встал как бы на одно колено. И вот так смотрит вот так вот прямо в упор, а у нее во второй чакре там внутри такой черный шар. Считывается как глаз дракона. Сейчас я посмотрю, голос или глаза, типа глаз. Оно считывается как голос. Вот этой змеи и вот этот зуб. Считывается зацепить за праведное. И я посмотрела на этот зуб у этой энергии, у этого эгрегора, у этого духа. Он выглядит как будто Марите, вот, как будто ее эта змея вот так голову откусила, закусила. И она вот так колышется, а голова находится вот как внутри, во рту у этой змеи. И я вижу, как эта балерина снимает этот черный шар из головы. То есть вот так он как будто голова вот так раздулась, такой шар. Отдает этому Николаю. Так и звучит, Николаю. А он ее вот так как почистил, как трофей. Так чух-чух-чух-чух. Считывается, что он ее обманул. И положил там среди других. Там тоже таких много шаров. И вот так накрыл. Рассчитывается, что почему-то идет собиратель невест. Так, Виктория, давай посмотрим, что за обман по отношению к Марите. Что это за событие? Пусть Марите покажет, чем он обманул Марите. Давай посмотрим. Я вижу со стороны интерферентов вот так, как будто бы выстрел из сектора интерферентов, вот так, такой как пуля полетела в сектор будущего. И я вижу, что вот этот имплант появился у Марите вот здесь. Как будто такие черные какие-то штуки, как будто на зубы похожи, что ли, такие черные импланты. Вот оно вот здесь, где нос, вот это все, и вот эта кровь, которая... Виктория, считай, что этот имплант значит, что это за программа? Оно вот так, я вот так почувствовала, вижу вот такой знак, вот так как будто бы с силой, вот так слепить в кучу.
Мгм. М, Так, а что слепливает в кучу? Это вот я вижу, что это идет как взаимообмен и взаимодействие между вот этой а, черной змеей, этим Мгм. вот эгрегором, да, вот этими программами, а он считывается как любимец. Это кто? Любимец Виктория. Тарас. Так, а чей любимец? Ну, она показывает, что ее любимец. И это имеет отношение вот к этому символу цельнозора, который у Мгм. кого-то он там собрал на этот символ. Этот символ помог собрать, он показывает вот эту его карму, и у него фактически на правой ноге проявляется то самое колесо, которое находится вот верхнее это колесо в секторе интерферента у Марите. И он говорит, что он собрал их всех вместе. Мгм. Так, а Он кого он? зацепил их, то есть вот эта программа так работает, вот это Мгм. все это колесо сансары, это оно так работает автоматически, оно выискивает вот эти погрешности, грехи Да. и кармические зацепки. То есть он это не специально, естественно, делал, Мгм. но так срабатывали программы, Так, если а вот не кого? хватает Мгм. воли. Мгм. Виктория, а кого он собрал? Кто эти? Что это за группа лиц? Ну вот Марите стоит, она вот так Мгм. стоит и как бы прячет свои нижние чакры, как бы скрывает. И вот Мгм. показывает, что она там как бы ложится и накрывается покрывалом, а возле нее такие шарики. И она говорит, черные шарики вокруг. Там просто под одеялом лежат. И она говорит, что она их не осознает, не видит, Мгм. но они присутствуют. Их зато кошка видит, чувствует. Ага. Так, хорошо, Виктория, заморозь эту ситуацию. Мгм. Давай посмотрим, когда вот эти шарики, главное, первое ее решение, которое привело к появлению шариков в ее пространстве. Давай посмотрим, что происходило на физике в этот момент. Я вижу вот эта ножка и пуант, она вот так вот, а Николай дарит ей цветы, букет. Я вижу, Мгм. что у них любовная связь. Он его так цеп за талию. Мгм. И вот такой черный поцелуй. Оно считывается, что он не умеет любить. Не Мгм. знаю, почему так говорю. Виктория, считай, вот у этого события есть контракт? В этом момент они подписывают какое-то соглашение? Или чуть раньше? Какой контракт имеет Марите с Тарасом? Пусть она покажет. Я вижу, что она вот так, эта балерина, вот из сектора интерферента, вот так выплывает по этой ниточке через этот кружок в экране Тараса, в этом Мгм. символе цельнозора. И появляется такое свечение в секторе принятия решений. И я слышу и вижу на подсознательном уровне мы попали в такое пространство белое, как туман густой. Там идет такое эхо, как будто кто-то ходит и тихо что-то перекладывает, ходит. Мгм. Так, Виктория, ты сказала «мы».
Это кто мы в этом пространстве? Так, сейчас я посмотрю. Угу. Я вижу, что в этом пространстве присутствует Тарас, Илья с Моной через этот портал, открытый у Тараса в этом Угу. В его вот, пространстве. в Угу. его пространстве. И Марите сейчас там кто-то ходит, какой-то человек, Угу. вот между вот этими пространствами в черном одет, маленького роста, и за ним тянется... он колдун. В этом пространстве ходит черная фигура маленького колдуна с такой шапочкой. Угу. Так, кто эта черная фигура? Приказывает этой фигуре проявиться в соответствии с физическим ДНК, который имеет сейчас. Он считывается очень странно. Он считывается Илья Монастырский. Монастырская – это фамилия Да. Моны, Угу. Оксаны Монастырской. Так. Он, сейчас я его придавила вот так, Угу. и приказываю ему отвечать. Он показывает, что он внутри такой черный, а сверху он как будто натянул на себя ее, вот эту светлую светящуюся энергию. Он как поменялся ролями. Он считывается, фабрикует, мимикрирует. Угу. И чтобы не отпугивать его черными энергиями, он пользуется ее светом, чтобы вот заманивать. Там контракт есть у Марите Давай с этим посмотрим. колдуном. Он там ходит, в этом пространстве, подписание контракта. Он присутствует при подписании контрактов как свидетель, третье лицо. Ага. Так, давай посмотрим, Виктория. Так, эту ситуацию заморозь. С этим пространством, где Илья, Тарас, Мона в этом пространстве белым туманном. Вот эту ситуацию заморозь. Я вижу, вот я заморозила все, его так беру, как будто пинцетом, и рассматриваю. И вот этот чародей, он внутри весь пустой. То есть есть каркас и пустые вот эти все поры. И он как бы вот этот зуб этой змеи ядовитый. Это вот этот чародей. Да, то есть вот этот бы... Илья Цельнозор, который прикрывается божественной энергией Моны, для того, чтобы его не распознали. Это как камуфляж, оно так и считывается, камуфляж. Так, это понятно. Давай посмотрим контракт. Контракт. Да. Ты сказала, Илья был там как третья вот в виде сторона. этого колдуна, да. Давай посмотрим на физическом плане момент подписания контракта. Что происходило тогда? Я вижу, что в этот момент Тарас целует эту балерину, как бы одну из этих всех балерин, и ту, которая вот Марите. Чего они так балет любят, интересно? Это детище Вельзевула.
Так, Тарас целует Марите. В этот момент контракт Да, в формируется. этот момент я вижу у Марите, как подламывается нога от колена до вот там, где почему-то идет как запястье. Буквально так, как будто бы сломалась, и подключка произошла. Мгм. И я вижу, что в ее вторую чакру проникают, считывается семя Визивула. Но это энергии духовные, Мгм. духовные. Ну, каждая информация несет в себе ДНК энергии ее владельца. Мгм. Считывается замещение энергий, то есть она как бы приняла в свое лоно вот эти чужие энергии. Мгм. И я А слышу царский код. И Ага. увидела лоб Тараса с каким-то символом на лбу. Так. А что это за символ, Виктория, на лбу у Тараса? Сейчас я вижу как одна половинка восьмерки. Угу. Ты А, как З получается. С. С. Вот. А вторая, оно вот как-то движется в пространстве, объемное. Угу. Одна такая, как будто это шкурка змеи, а другая черная. И оно вот так вот кружится. Угу. И считывается дефект рода. Так, Виктория, такой вопрос. В этот момент поцелуя, где находился Илья? Тарас говорит, в моих чреслах. Так, что это Через значит? эту подключку, то есть когда у него был секс, из этой она считывается Балериной? королева балета, Угу. то вот эта его сила мужская, Угу. как заражена этими энергиями, считывается притворство. Так, понятно. А на самом деле оно выглядит как будто Марите вот так стоит, и ее душа вот так просто так смотрит. И в этот момент как выстрел пошел, как будто ее расстреляли. Вот выстрел. Вот. И сектор интерферента, Нет, ты говорила. вот Нет, другой случай. это то Угу. же самое, только оно на разных как уровнях информационных. То есть Так, в воплощенном физическом пространстве всегда эти тонкие энергии идут через Мгм. носителя. Должен быть какой-то материальный носитель. Это может быть Виктория, ага, человек или да. предмет. А вот этот выстрел на физическом плане, он тоже был этот выстрел? Но пока я не знаю. Я вижу, Мгм. что это на сцене. И слышу первый раз. То есть он как вот эти цветы, поцелуй, и он хватил вот так за талию. И Мгм. я вижу, как прорастает эта подключка у нее. Вот она показывает ножку с этим пуантом. Она говорит, что он ее предал. И вот Так, эти импланты у нее появляются, и в третьем глазу, как глаз такой круглый. Много шариков разных тут. ага. Вот этот первый, да?
В случае, когда появились эти шарики. Да. Угу. Так, давай посмотрим, на что это за предательство Тараса. Чем он ее предал? Пусть Марите скажет. Ну, я не знаю, это на физике или это в эфирном плане. Я вижу, что и со стороны интерферентов стоят какие-то солдаты в каких-то белых одеждах. И у одного, ну, несколько солдат, а у одного из них такое длинное ружье. И он Так. стреляет в Марите. Она вот так как-то стояла, смотрела, а потом так только начала отворачиваться, а они попали в нее прямо в спину. Угу. Вот эта пуля. И она так раз обмякла и упала. Так, а кто стреляет? Приказываю проявиться. Какие-то гвардейцы. Так. Они почему-то в белом одеты, с такими какими-то черными полосками. То ли ремни, то ли вот что-то такое. Угу. А когда Так. я смотрю на этот белый цвет, то он становится черным. Угу. Так. А в момент выстрела Тарас есть в этой ситуации, кто читает информацию? Вот проявляется вот эта штука его, он как будто бы в руках что-то держит, такое как личинку большую или яйцо какое-то. И он вот так снова поворачивает и говорит: немного так, немного так. Так. Что это обозначает, его эти слова, выражения? Ну, когда я смотрю на него, то появляется вот такая какая-то красная энергия на лбу. И оно вот так прямо считывается. Предатель. То есть вот каменный лоб, как красный каменный лоб. Так. Вот так, предатель, Тарас, убийца. как Тарас связан с этим выстрелом? Он стрелок или главный там был? Приказывает Нет, Тарасу. он вот так что-то написал. Ага, указ какой-то. От него идет такая, как вот эта змейка, которая вот так крутилась на лбу. Угу. Указ расправы. Так, что это за указ расправы? Давай посмотрим подробней. Там слышу слово свидетель. Какой-то свидетель. Вот этот свидетель, он вот этот энергия, как пиндер, вот этот черный дух, проявляется вот этот колдун, то есть этот дух колдуна. Угу. А ее я слышу, когда я смотрю на нее, то идет вот так: убрать со сцены. Угу. Так, получается, инициатор – это вот этот дух колдуна в этом указе. Я правильно понимаю? А я тебя не понимаю. Ага. Так, ладно, сейчас по-другому. Так, вот этот указ. Царский указ какой-то. Получается. Убрать свидетеля. Так, Вот. а свидетеля чего? Какой-то казни. Они ругаются. Она ему показывает на... Вот это слово идет от Тараса, что он какой-то обезбашенный.
она ругается. Я вижу какая-то сцена, как будто бы в каком-то кафе или ресторан какой-то. Мгм. Она вот так встала из-за стола. У нее такая еще шляпка интересная, такая как таблеточка какая-то, кругленькая. И она вот Мгм. так пальцем встала и показывает ему на какой-то расстрел, которые люди вот так, черные энергии возле стены. Мгм. Она ему говорит, что он предатель. А он вот так как-то подмигнул, чтобы ее убрали. Убрали со сцены, убрали, наверное, Мгм. из жизни. Да, потому что ее душа вот это после этого уходит в это нижнее пространство. Вот это как восьмерка, это верхнее колесо, а это в нижнее пространство, где она вот так ложится, это как а, нижний этаж а, вот этих всех информационных программ. И вот она ложится, как будто накрывается покрывалом, и возле нее много вот этих шариков. Мгм. Ну, А теперь кошка понятно. ходит Так. и вынюхивает вот эти шары. Мгм. Она считывается, что она их как бы активирует, она их чувствует и как бы вытаскивает на уровень сознания, помогает вытащить на более а, высокие Осознанные. уровни, да, Мгм. осознанные. Так, понятно. Хорошо. Ну, понятно, в принципе. Тарас, значит, хотел, чтобы она замолчала, чтобы не трепалась насчет этой казни, расстрела. Она Марите, уличила его, ага, а ему это не нравится. ясно. Мгм. Понятно. Он не принимает упрек, я слышу. Ясно. И вместо этого, чтобы обратить внимание на это самое, он наоборот берет вот этот шланг и начинает эти волны как поддается вот этим негативным программам. Но если Мгм. бы вот он перед тем, как началась война, когда ему нужно было расторг этот контракт убийцы, вот тогда бы все вот эти Да, души освободились, что-то было с по-другому. которыми он связан кармически. Вот. А теперь придется вот каждому освобождаться самому до тех пор, пока, ну, если бы он осознал и пришел вот как бы с Мгм. раскаянием, да, то есть перед нами раскаиваться, ну, как бы незачем. Это просто нужно как бы осознавать вот это все. Мгм. Так вот, тогда бы все освободились от привязок к нему. И всегда вот это я вижу, вот этот символ цельнозора вот в его этом экране. Мгм. Понятно. Это, то есть Хорошо, он как бы Виктория, да. расторг свой контракт с цельнозором, да, отказывался, но ничего не сработало, потому что остались зацепки. А зацепки, ну, конечно, неприятно это осознавать, что в прошлом воплощении а, он был убийцей, но факты остаются фактами, да. То есть он не Мгм. ответственный за то, Да, что Виктория. было, а в этом воплощении как бы нужно решить эти все кармические вопросы, чтобы не тянуть их снова в будущее воплощение. Да, я понял. Не хватило воли или желания, или того и другого. Хорошо, Виктория, давай вернемся к той ситуации вот этого черного поцелуя, когда первый раз Тарас поцеловал эту балерину. На что согласилась Марите? Давай посмотрим этот контракт. Я вижу, во-первых, звучит
потерять свою душу, а во-вторых, идет отсылка к этой подключке к правой ноге. И я вижу, что там в нижних пространствах такой огромный шар, кармическая зависимость. То есть это работа вот этого колеса сансары, как работают эти программы. И она является одной из этих многих людей, которые имеют кармические связи с Николаем. Оно так и звучит, с Николаем. Мгм. Так, кармическая зависимость, да, Виктория? Так сказала? Ну, конечно, зависимость. То Мгм. есть человек независим тогда, когда он признает Мгм. когда он становится свободным от всех кармических связей. То есть он Так, признает свою Виктория, ответственность и да, я понял. что-то с этим делает. Виктория, у меня вот такой вопрос. Вот эта кармическая зависимость у Марите, когда это произошло в самый первый раз, в любом из воплощений? Читай информацию. Когда эта кармическая зависимость появилась у Марите впервые? Так, я вижу ее высшее я, которое вот так, как лист бумаги, развернула и говорит: я пойду. А в секторе интерферентов считывается, находится погибающий мир. И там находится, слышу Илья, вижу Николая. Там вот это, ну вот, Мгм. Начало вот все это мы, Ага. как говорится, вот в этом. Ну, себя я еще не вижу, но вот этот наш мир с Мгм. этими ситуациями всеми. Так, и что со стороны Марите? Ее вот это принятие решения «я пойду». Давай подробнее Я вижу, посмотрим. что когда она это сказала, то она с указательного пальца, ее указательный палец вот так как бы проник в то пространство и связался вот этот меридиан. Она как бы показала, куда она пойдет указательным пальцем. Вот. Мгм. И она как кольцо снимает, от которого вот расходится, как будто в шар, знаешь, воткнула палец. И образовалось такое черное кольцо, а здесь вот этот весь шар. Так. Она говорит: разберусь. И когда она вынимает этот весь палец, который как почернел от этого взаимодействия, то она вот так его вытаскивает и как бы в свет такой макает, и вот эта вся темная энергия вот так растворяется, и такой как произошел как квантовый перескок. Она как вспышка такая, и она очутилась в секторе миссии. Я вижу, что она там ходит в секторе миссии, и у нее такой кто-то снова вот это как Тарас, вот это светлое такое прятал. Это ее часть души. А она такое темное прячет. Ну, держит, как кокон такой. А там как будто оловянный солдатик. Вот фигура Николая. И она говорит: мой кармический дефект. Ага. И она хочет совсем разобраться. Кармический дефект, Виктория, когда он возник?
Вот, когда вот этот поцелуй, там Поцелуй, контракт да? есть. Да. Мгм. Контракт, созависимость. Я услышала. Мгм. Хорошо, Виктория, вот этот с высшим Я, которая ситуация, пока заморозь ее, Ну где да. вот этот палец был. Давай вернемся к этому поцелую, к этому контакту созависимость. Давай Да. подробненько его посмотрим. Мгм. Сейчас я вижу, что она вот со сцены, когда к ней летит букет, Мгм. а, она вот так расширяет свое пространство, и вот эти разноцветные цветы, как будто такие нарисованные какие-то, мультяшные, они просто разбиваются о ее энергетическое пространство. Мгм. Она отрицает уход со сцены. Там что-то еще, я вижу, было связано, что она со сцены ушла ради Тараса. Мгм. Она как бы считывается, что подвинулась, Мгм. прогнулась, Виктория. как мы говорим, под Мгм. его желанием. Имя этой балерины не выскакивало? Нет, никак я не слышу. Мгм. Так. Разве что сейчас какая-то Катерина. Нет, не идет. Это не ее имя. Мгм. Хорошо. Так, вот этот, значит, цветы, разбивается ее энергетический кокон, получается. Да, и она, я вижу вот этот пуант с этой подключкой. Мгм. И вот этот слышу как дзёб, клюв, Паунты. отдает. А, И Мгм. сейчас она, вот я вижу, заходит в тот момент, где этот колдун, то есть где этот контракт был подписан на подсознательном уровне. Мгм. Вот. И она вот таким глазом огромным смотрит на него и берет эту таблицу, которую он там что-то нарисовал. Так. Такая металлическая штука, как будто латунный какой-то предмет, как считывается латунь. Мгм. Металл такой, как таблица такая какая-то. И там ключ. Считывается доминанта. Доминанта сознания. Так, Мгм. надо посмотреть, что это. Давай посмотрим, Виктория. Так, таблица. Кто хозяин этой таблицы? Приказы проявиться. В секторе интерферентов появляется вот этот дух этого колдуна. Мгм. Это шапочка треугольная сверху, колдовская. А что это? Я смотрю, кто под этой шапочкой. Прям слышу муха. Оригинально. И это вот это сознание этого антимира, зараженное, больное. Мгм. А это как инфекция. Вот это рой, муха или как это его. Так, это муха, сознание, хозяин этой таблицы. Это Илья, то есть он Мгм. в этом воплощении. Вот он Проявляется Сталин. он? Вот. А те же энергии проявлял и Гитлер, и Сталин. То есть это одного поля ягода. То Так, есть дух может проявляться Ага. в Да. во многих людях. И те люди, которые вот подчиняются доминанте этого Мгм. духа, то есть начинают на физике подчиняться, проявлять какие-то действия, то получается, что уже не сознание, как вот Тарас показывал, что у него как бы не хватало сознания,
И в нем работали программы, а его сознание как бы не доминировало над его поведением. Мгм. Так, и вот эта таблица, она... Что с этой таблицей происходит по отношению к Смарите? Так, я ее спрашиваю, что она хочет сделать, зачем она это. Вот она показала, что она у нее с правой стороны, вот там, где принятие решений. Это как доминанта. Мгм. И я вижу, она эту таблицу вот так разрывает, а изнутри выпадает вот этот, считывается, жизненный опыт. Вот это как кокон такой. Мгм. И он выпал у нее вот здесь, и выпал прямо там, где она выше я ее держала, и она вот так, фу, то есть ею это уже тоже надоело. Мгм. Так, хорошо. А, Посмотри, Виктория, вот этот контракт созависимость при поцелуе мы полностью обличили, на что и Сейчас, я согласилась. вижу, что на Мгм. физике это проявилось отказом от уход со Полезной. сцены, Мгм. Мгм. а потом это соглашение быть убитой, Мгм. то есть со сцены жизни. Сначала это со сцены, Балета, да, да, а потом театра. это она уходит, я слышу, со сцены кармической. И вижу, как ее душа встает и выходит из-под этого одеяла, и вот эти узлы, вот эти шары черные, это и есть узлы кармические. И кошка, которая там как, она как сигнализатор, Мгм. тоже вот это ушла, пропадает все. Я передаю ей, что рациональная часть и воля Марите доминирует над программами и хочет расторгнуть все контракты. И буквально я вижу, как она как покрывало такое цветочное. Ну, наверное, Николай дарил ей много цветов. Мгм. Вот так ему это все отдает. Начинает искриться ее пространство, как будто отдельными такими шарами. Отторгает этот имплант, вот это, Мгм. зубу. И я вижу, как она в том моменте, когда она вот так, вот этот удар пошел, и она так, как знаешь, как будто она просто так оборачивается, и вот этот удар, эти Мгм. пули возвращаются к этим убийцам. Мгм. И я вижу, Гвардейцам. как карма Мгм. возвращается к Николаю. Она буквально вот так, вот он как написал этот указ, и сейчас вот эти черные буквы ему в лоб, в третий глаз, только шур. Мгм. Хорошо. То есть Марите полностью расторгает эти контракты с этим духом, с этим Николаем, откажется уходить со сцены, если она хочет, и Да, разрывает все контракты, решения по поводу этого Николая. Пусть она это сделает. она это делает. Мгм. Я ей показываю вот это, у нее такая подключка, вот так, как кровь как будто бы бежит из носа. Мгм. О, и у Тараса аж там на этом же месте кровила постоянно, помнишь? Мгм. Да-да. Вот. То есть это общая кармическая зацепка. И я вижу, как Марите расторгает этот контракт и снимает, вижу это платье такое. Мгм. Уходит Хорошо. она, выходит с этого пространства в секторе миссии. Мгм. Она из головы вот так как имплант какой-то выносит, вытаскивает из головы, как такое, как резиновое что-то, черная программа. И вот это ветер я услышал, как шух, дунул Мгм. ее.
Я ей говорю, чтобы она сейчас очистила все ее пространство от любых кармических зависимостей, расторгла все контракты и отказалась применять эти шарики, символы Мгм. цельнозора. И вот он проявляется, он считывается как амеба, как какой-то паразитический одноклеточный организм, внутри черный, вот так как бактерии себя иногда ведут. Вот он энергию Моны одел сверху, вот это ее Мгм. божественными энергиями прикрывает его черную сущность, этот дух разрушения и смерти. Он Так. воспользовался просто Мгм. Моной, она для него ресурс, как же ремон, выжать и шкурку выбросить. Я вчера посмотрела на его канале, какая Мгм. она страшная стала. Глазки маленькие, она уже на мир не может смотреть. Вот это, он ее запрограммировал, и она вот эту ложь несет, тарабанит как ненормальная, как зомби. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Давай посмотрим, когда Высшее Я сказала, что я пойду в этот погибающий мир. Какой контракт, какое Вот она соглашение? Мгм. показывает вот эту куколку, как личинка, да? Я Да. так смотрю, а это то же самое, что был вот этот маг. Сверху как будто бы оно черное, а внутри все такие дырки прозрачные, то есть пустота. Это пустота для откачки энергии. Мгм. Так, как Маритея в этом соглашении связана с этим пространством, куда откачивается энергия? Сейчас я вижу, она вот это Мгм. берет, этот кокон, и вот так отодвигает его в сектор интерферентов, и он имеет вид этого черномора и этого колдуна. Мгм. Я слышу, она говорит, излечить Так. ее душу. Я вижу, как вот эти колдовские энергии в ее сердечной чакре. Я Мгм. слышу Так. простить убийцу, то есть этого Николая? Николая, и я вижу тот момент, когда она показывала ему, она его уличала в предательстве народа своего же. Там какой-то расстрел был Мгм. по его вине, то есть он подписал этот контракт. Так, Я как вижу, Маритея как то, хочет? что она показывает вот пальцем вот Мгм. на эти энергии, оно возвращается к нему. Мгм. Она Так, вот так вот хорошо. сделала, снимает окончательно этот имплант, эти пуанты. Вот с Мгм. правой ноги как будто бы один только я вижу. Сейчас я вижу, она вот вытаскивает из своих чакр, считывается сердечная вторая чакра, но это замена любви на секс, вот, как физиологические потребности, Мгм. потому что любовь, вот она в сердечной чакре. И я вижу Так. тот момент, Да. когда она вот этот конфетку кушала, пирожок считывается. И как из сектора интерферентов кто-то ее там воспользовался ею. Считывается дух Черномора. Вот гонишь его в дверь, а он лезет в щель. Поэтому в Библии говорится не дотрагиваться к магии, не прикасаться к магии никакими, даже в ту сторону не смотреть, потому что оно заразно, это инфекция. Точно так же, как нельзя там чумного чего-то трогать, Мгм. точно так же духовная зараза.
Так, а что информационного. происходило с этим пирожком в этот момент? Что ее решение, какое Я было? слышу, отключилось сознание, потому что это не альфа-состояние, А, это понял. тета-состояние, она попала в тета-состояние, Угу. в более глубокое состояние, где недостаточно воли. Потому что Понятно. есть методики очень простые вхождения в альфа-состояние, чтобы присутствовало и рациональное, то есть Угу. сознание с подсознанием, чтобы работали напрямую. Во время, когда она скушала этот пирожок, она в более глубокие пространства сознания попала, отключилось, снова слышу, сознание, и включились вот эти доминанты, то есть вот эти негативные программы. Да, хорошо, И спросил они Мариты. фактически вот так ее, ну, с одной стороны это плохо, с другой стороны это хорошо, потому что сразу ее вот это как вибрации, да, детонировали на этот блок, на этот контракт, во всем разобраться, и она начала в этом разбираться. Так, Да, она хорошо. выбрасывает, она отменяет момент, она Решение пробовать эти решение. печеньки. Угу. Да. Хорошо, пусть очищается от всех этих энергий, от проникновения этих токсинов или что там было, пусть очищается от этих энергий. Это печеньки. Ну, я не вижу, что там были токсины, это просто я слышу как условия. Это создались условия для проникновения этих негативных программ, потому что человек всегда должен контролировать свое пространство. Мне вот это интересно, давайте посмотрим, да? Сейчас я почищу все. Она начинает сиять, я уже сказала или нет? И Нет. вот эти звездочки, вот излучение в ее пространстве, оно начало так сливаться и равномерно распределяться. И она вот так что-то нагнулась в сектор магии и взяла вот это, там вот эта восьмерка, которая с двух частей вот так, из-за лба Тараса, и разогнула ее вот так. И когда она это сделала, я вижу, что вот это пространство, которое как восьмерка было внизу, оно вот так раскрылось, поднялось вверх, а то, что было вверху, упало вниз. И в этот же момент я вижу, как такие зубья, как экскаватора большого, вот так разомкнулись, и ее энергия, знаешь, как будто шарик, вот этот экскаватор, ну, как бы заживал. Ковш. Ковш. И этот ковш вот так раскрыл свои зубы, и она вышла вверх. Выравнивает все ее пространство. Хорошо. Пусть она прикажет всем насильникам, всем интерферентам, которые воздействуют на него, каждому пусть прикажет забирать ихними руками все воздействия, последствия воздействия, отдает им всем карму и забирает, очищает свою энергию, частички души, потенциал. Пусть она это сделает. Я вижу, что она какое-то письмо пишет, вот. И я в этот момент вот как бы говорю с этим Ильей, он как будто, знаешь, такая бактерия есть, белок. Это естественная белковая форма. Оно так светится. Я ему говорю, что он нарушил законы Вселенной, и запрещаю ему прикрываться божественными энергиями монастырской, что он не монастырский. Запрещаем ему это делать. Обличаем. И я вижу, как эта энергия. А Моне тоже передаю,
чтобы она возвращала, если она хочет, ее божественную душу, а он ее программирует на всех уровнях. Вчера я там посмотрела чуть-чуть это их видео последнее, и он вот так, где она там говорит, как зомби, вот тараторит, как с автомата, а он ей сделал как вот эти символ цельнозора просто у нее из лба. Колдует по полной программе. Мгм. И выскакивает этот черт черный с этого. Я запрещаю и развешиваю вот информацию по всем эфирным пространствам среди всех, на всех уровнях сознания, Мгм. о той лжи, которую распространяет он. Я вижу, Мгм. как эти девушки, которые вот там стояли, как бы прикрывали свои нижние чакры. То есть у них вот это как бы стеснение какое-то было. То есть это считывается позорный стыд. Это абьюз со стороны этих Мгм. темных. Они вот это руки забирают, и вот этот стыд их возвращается вот к нему. И вот эта Хорошо. марионеточная программа управления этим, вот Тарас проявился с этим знаком цельнозора и с этими Мгм. привязанными людьми, которые вот подтянулись на эти его кармические зацепки. Я тоже передаю информацию Тарасу, что если он хочет, он может очиститься от всех кармических зацепок, и мы его ждем. Мгм. Виктория, передай из сеансов, где он проявлялся, все его вот эти зацепки, что мы обнаружили, пусть он знает, пользуется этой информацией как Мгм. помощь ему. Мгм. Хорошо. Наше пожелание, чтобы он взял волю в кулак, набрался смелости, все это кармические узлы развязать. Хорошо. Так, хорошо, Виктория, давай пройдемся по тем замороженным ситуациям, которые у тебя заморожены, чтобы их отправим на аннигиляцию или... Ну, вижу, вот это есть, да, вот это замороженное. Я их передаю Марите, чтобы она отсоединялась, выталкивала из себя Мгм. все эти подключки, отказывалась от любых кармических привязок к любым людям, эгрегорам, энергиям и поднималась вверх. Она это делает. И в этот момент я вижу, как вот эта змея, которая ее Мгм. голову держала, вот так этот ядовитый зуб вытаскивает как из ее шеи, где вот этот атлант. Она берет этот зуб светящийся и вырывает у нее. Мгм. И Пусть отдает этой змее вот этот черный имплант. А этот зуб, она вот так берет, и как будто такая какая-то наждачка там бежит что-то. И она вот это так поставила, этот белый зуб, а он на миллионы осколочков разбивается и так тает, как стирается. И туда в нижнее пространство. Сейчас я спрашиваю, что это она такое делает. Мгм. И когда она это сделала, то я вижу, что между правой ее стороной и сектором интерферентов вот так как будто бы этот зуб весь светящийся и сточился, и такой черный шлейф под ее ногами. И снова проявляется голова, только одна голова, которая торчит. Этого Николая. Так. Что-то еще есть. Она, вижу, что она вот так повернулась и показывает мне копчик. И от Так. копчика идет такой портал. То есть продолжение позвоночника и такой портал. Идет утечка энергии. Кто-то буквально в секторе интерферентов
высасывает ее энергию. И Так. снова проявляется вот эта вся конструкция этого символа цельнозора. Мгм. Считывается, когда я вот считываю, что это, оно как победить мир богов. Так. Это со стороны интерферентов, да? Победить мир В богов. секторе магии находится вся вот эта сеточка, которая была, вот этот символ цельнозора, как паутина красная у Тараса. То есть вижу, что и это как сетка, которая собирает нектар, как росу. Угу. Потенциал. Да, да, творческий потенциал. И я передаю Марите информацию с ее аспектами, что она хочет собрать весь ее потенциал. И она вот так смотрит, а тот ее зуб, вот этот, Угу. весь источился и вот там распорошен в таком темном пространстве. А причина это вот вижу Да. в секторе магии. Так, кто в секторе магии, приказываю проявиться. Вижу, там находится Илья и Мона, и она так, как из какого-то другого пространства, так как мультяшная, говорит что-то. И тянется это таким белым гипнотическим в сектор принятия решений. Угу. И Так. я вижу, что вот такая картина идет, как будто ее сын. Красивый мальчик, юноша. Угу. Берет как будто таким черным зубом и вот так на столе вот так вырисовывает символ, буквально как ножом вырезает символ цельнозора. Он ей помогал Марите. создать структуру. Может, она его попросила чем-то помочь. Виктория, это сын Марите? Да. Ага. Так. Вот она с ним говорит. Угу. Она говорит, она что-то показывает на этот экран. Угу. И снова идет такое, то есть подсознательно оно считывается как нужно во всем разобраться. И вот эта паутинка. Угу. И она так смотрит. И Тарас раз и посмотрел на эту паутину. И так, и рот закрыл. А я спрашиваю его, что-то он рот закрыл. А он говорит, я соучастник убийства многих людей. И Марите в том числе. Я отказался идти на поводу у моей совести, он говорит. И достает из сектора интерферентов вот эту табличку, которую разорвала Марите. Ага. Да, вот это латунное. Доминанта. Да, и он говорит, что мы связаны. Я ему передаю, что Марите отказывается иметь с ним любые отношения в прошлых и в будущих воплощениях, и в настоящем, и разрывает. По конам Вселенной достаточно ее одного желания, чтобы разорвать все контракты с ним и разорвать все кармические узлы. Я передаю Марите, чтобы она призвала карму на этого Илью, который захватил, на этого демона и на этого, кто там внутри находится. Так, там какой-то мир плоский. Кто-то там стоит на таком плоском, как диске. Так, кто стоит, я ему приказываю проявиться.
Он называет себя сыном Бога, сыном М. Творца. И такой он огромный, большой. Я так на него смотрю, и он так скукожился и стал такой маленький, и бегает там. Сатана, Мгм. вот этот, который мы называем его так. То есть противник, источник зла. Он как первооткрыватель, вот как открыл, Мгм. первый, Что вот этих открыл? черные энергии, духа зла, духа смерти, разрушения. Мгм. То Он есть он... творец как подземных. Вот почему у Марите вот во снах много техники было, потому что через сознание нашего пространства этот его, ну, как духи проникают через эти ошибочные решения, которые принимают люди, через их проступки, проникают в сознание, когда человек спит. Поэтому вот Марита и рассказывала о многих снах. Мгм. Так. И этот сатана, он вот этих духов создал? Это его творение, эти Это его духи? сознание. Вот эти Ага. духи, э, Часть. это его сознание, это его матрица, его сознание плюс матрица же как создается? Она создается опытом, решениями всех заинтересованных, кто связан. Вот. И когда он захватил обманным путем человеков и Мгм. ангелов, то есть духовных творцов других, то получилось, что его неживая мертвые идеи ожили, потому что благодаря творческим энергиям божественных душ. И он так раз Так. Мгм. смотрит на его на его пиндыряку, а он как шланг такой вот окружил его, вот так вот обмотал, и кармическая ответственность вся на нем Мгм. за всю ложь, за все, я слышу, Ага. противодействие свету мира и Мгм. благополучия. Хорошо. Пусть Марите отдает всю карму истинному виновнику. И приказываю снять маски всем, проявить, Приказываем. кто есть кто на самом деле, и Мгм. запрещаем в нашем священном пространстве вот эту Маскировку. Мгм. маскировку. Запрещаем в нашем пространстве любую маскировку. Лжецы пусть квакает, никаких маскировок носить запрещаем. Моментальную карму. И Илье то же самое. Я приказываю ему снять маскировку по конам Мгм. нашей божественной вселенной и назваться, кто он есть на самом деле. Да. Проявляется тот дух, ну так и звучит, Сатанаил. Мгм. Так, хорошо. И Мгм. он создает вот этот эгрегор смерти, он, он виновен в накачке энергиями войны в нашем земном пространстве. Мгм. Ну, послушать их, что он там несет. Одна война у него. Я приказываю ему забирать всю карму со всех пространств, всю его магию и применять применительно к нему. Он Мгм. нарушил все коны Вселенной, священной нашей божественной Вселенной. Я призываю все божественные души возвращаться в свои просторы, покидать энергии пространства магии, лжи, насилия, гипноза. И призываем силы кармы и просим Первотворца, Первоисточника божественных энергий и Вселенной священной воздать каждому насильнику по его
Угу. По его действиям. Да. Хорошо. Так. Пусть Марите зайдет своим сознанием, когда просила сына помогать в черчении этого символа. Пусть откажется чертить символ и просить сына помогать ей в этом. С него буквально как будто бы кто-то вот так выкинул, и с нее, и оно связано было как одним колесом. Как будто бы Угу. они двумя головами застряли в одном этом колесе. И просто это колесо как выбилось с ее пространства и с его пространства. И она вот так из подключку из сердечной чакры вот так вытаскивает эту черную, вытаскивает этот палец, выходит. Угу. Так. Так, энергосфера правильной формы. Угу. И она говорит, что она разобралась на данном этапе. И снова появился этот будильник. И она вот так взяла его. Ну, уже как бы ее высшее я. Вот так взяла этот будильник. И так посмотрела на эту цифру 2. Угу. А я ее спрашиваю, что это за 2. А она показывает на тот диск, на котором стоит этот Сатанаил. Это второе измерение. Ага. Вот Я вижу, так. что вот этот Илья, он протаскивает на самом деле вот это второе измерение, измерение насилия и магии, и зависимости, связки вот этой, да. Магия это как затаскивает во взаимоотношения, потому что до тех пор, пока жертва не подастся, то это не жертва. Жертва становится только тогда, когда разрешает насильнику стать его добычей. Угу. Так, ладно, хорошо, Виктория. Что она хочет сделать с этой двойкой, Марите? Ну, я вижу, у нее появляется как будто меч огромный, и она вот так им орудует, и все это отрубает от себя. Угу. Хорошо. Все чужеродное пусть отправляет на аннигиляцию. Да. Все подключки, импланты, все это выталкивает из себя, наполняется светом, отторгает чужеродные программы, своего критика приводит в порядок. И в этот момент, да, я вижу, как у нее вот это как пуля так полетела, знаешь, как будто продавила ее, пробила энергосферу. И это все выравнивается, выталкивается. Она взлетает как ангел. Угу. Хорошо. Так, Виктория, я хочу еще посмотреть этот момент, когда ее высшее я сказала, я пойду к погибающему миру, вот этому. Осталось в этом решении, есть ли какие-то зацепки, спроси ее, хочет ли она изменить эту ситуацию, чтобы освободиться полностью от антимира. Спроси ее, хочет ли она. Я вижу, что у нее там такой механизм с рычагами. Вот так вот. Так. Несколько этих рычагов, как в одной такой коробке. И я вижу, что тот случай, когда ее муж вот влетал Хотел показать. в этот, да, то это тоже как напоминание о том, так, а что это за агрегат у нее такой? Она говорит, что это агрегат, оно так и звучит, подчинение, то есть механизм подчинения доминантам. То есть тем энергиям, программам, которые пытаются доминировать, потому что в нашем священном пространстве все должно находиться в равновесии, и срабатывает принцип экологичности, то есть я живу, никому не мешаю, и никто не мешает мне. Никто ни над кем не доминирует.
Она Так. говорит, что это рычаги управления. Мгм. Когда этот агрегат у нее появился впервые в пространстве? Пусть она покажет. Ну вот, она показывает, что это связано вот с этой куколкой, с этим демоническим воздействием со стороны антимира через Николая. Это пуанта снова показывается. Мгм. И произошел как будто бы такой, знаешь, как будто что-то грохнулось, упало и рассыпалось. И я вижу, что это как в ее голове, вот что-то с головы так выпало и Мгм. рассыпалось. И она вот так смотрит, а это какие-то как запчасти. А я говорю, а где ее личные Энергия, частички энергии, души. программы, Да. где ее божественный потенциал? И она снова смотрит туда вниз, Мгм. и как будто она вытаскивает эти шары, светящиеся ее, как будто она, ну, сетку рыбацкую. Так вот. Я Мгм. ей такие шары, буквально как такие шары. Я ей передаю, чтобы она все эти шары очистила от чужеродных взаимодействий, от чужих энергий и вернула себе те энергии, которые принадлежат ей, и вырабатывала новые энергии света, гармонии, богатства, счастья. И вижу, Мгм. что как рука ее из божественного источника, из будущего, открылся такой светящийся портал, и такая огромная рука протянулась, ее вот так вот хвать, и просто вырвала с этого пространства, и она очутилась там. Хорошо. Пусть она закрывает за собой все эти порталы, Да, я ей остается в этом говорю, чтобы светлом она пространстве. уничтожала все Мгм. генетические привязки, чужеродные энергии, ДНК чужеродных энергий, и Мгм. возвращала ей ее божественное ДНК со всех тех мест, где она их потеряла в прошлом, в будущем, в настоящем, и Мгм. вернула ее суверенность. О, а сейчас она а, такая прозрачная энергосфера стала. Мгм. И она считывается одна из богинь. Мгм. Так, как ее зовут? Не идет пока. Мгм. Хорошо. Вот это Она одна агрегат. из этих муз. Ага. Агрегаты это из головы, вот это связано с доминантами. Пусть она полностью посмотрит, очистит от этих чужеродных энергий. Все полностью на аннигиляцию, все чужеродное. Она говорит, я разобралась. Мгм. И вижу, как этот плоский такой, как только не металлический диск, а как будто это корж такой сделан, как блин. Из головы Мгм. выходит доминанта второго измерения. Вот оно что. Мгм. Я ей передаю, чтобы она вернулась в пространство духа. Идет вот так, священства. А что такое священство? Это делать правильные вещи на физике, то есть правильный выбор, правильное решение и правильное делание. То есть, или Мгм. другими словами, практикование духа. То есть дух нужно практиковать, то есть доказывать делами. Мгм. И говорит, что она вернула согласие между ее разумными, вот так идет, существами. Ну, как Мгм. вот эти тела, как мы говорим, эфирные тела. Взаимодействие, да. Да. Так, хорошо. Мгм. Хорошо, Виктория, поднимаемся вверх. Мгм.
Посмотри, как сейчас Марите выглядит. Так, ее энергосфера сияет. Я ей тоже передаю. Вот в секторе магии кто-то прицепился. Вот так губами. Угу. Как бы не Так, отпускает. Кто-то там кто прицепился. это прицепился, приказываем ему проявиться. Но норма. Норма, да? Я не знаю, как там. Что за норма? Что это за норма? Ну, может, имя какое-то? Мужа бывшего, наверное. Нет? Нет, женская энергия. Женская? Какой-то Так, колдовской эгрегор. ага. Так, ну кто это такая? Приказывай проявиться и отвечать. Что она делает в пространстве, Мариты? Говорит, что она норма согласия. Подчиняться колдовскому эгрегору. И вижу, как Марите вот такой штучкой, как пыль сметает, а там такой, как комод, на котором стоят демонические штучки. Угу. И я вижу, как эта женщина, то есть она как бы своим воздействием пыталась установить вот программу, закрепить программу подчинения колдовскому. Но я вижу, что в том же моменте Марите вот такие ручки черные снимает и ей отдает. Угу. Хорошо, пусть приказывает ей забирать все ее воздействия, последствия Да. воздействия, полностью отсекает от себя, отдает карму и запрещает ей вторгаться в пространство Мариты. Угу. Хорошо. Так. Угу. Так, хорошо. Это скажи Марите, пусть она посмотрит на свои аспекты, все, что связано с ее здоровьем, пусть она полностью исправит, запрограммирует на полное выздоровление, соответствуя ее эфирным эталонным ДНК. Ну, я вижу, что у нее вот эта проблема с костной тканью, как Угу. неусвояемость кальция. То есть нужно подумать о своем здоровье. Угу. Так, а какова причина неусвояемости кальция? Ну, вижу, это связано было с этим глобальным контрактом, где она вот эту личинку держала, а там как пустота магическая, то есть потеря силы. Угу. Хорошо, пусть Марите все функционерные организма, усвоение, переваривание, пусть настроит на программы жизни, гармонии, совершенства. Я вижу, произошло вот что. Угу. Ее энергия вот с этих нижних пространств вот так вернулась, заполнила пустоту вот этой конструкции. А эта конструкция из-за этого распалась. То есть, когда она наполнила эту личинку, так называемую, то есть ее жизненный вот этот опыт кармический, вот этот все, что держало ее как клетка, то оно буквально развалило его, растворило, потому что свет, и она буквально ее выносит вверх, вот эта вся ее энергия светится. Да, считывается хорошо, как Виктор. будущее событие, то есть светлое событие, и она вот так показывает, как доминанта воли. Угу. Хорошо. Доминанта воли. Так, Виктория, давай посмотрим один сон, когда она якобы тебя вытаскивала из сумки клетчатой. Что это за сон?
Что происходило в этот Ну, я момент? уже говорила, что это вот это на самом деле те М? программы, в Иллюзия. которых Да. ее как будто бы эту голову поглотила эта Мгм. змея. А вот эти программы, ну так и оно идет от Ильи, они вот так Мгм. срабатывают, чтобы а, перевернуть, то есть Мгм. отвернуть сознание, потому что если бы она увидела, что это ее там пихают, она бы начала предпринимать какие-то действия, чтобы спасти себя, вот, разобраться в этом. А так, ну, это же кто-то Мгм. другой, значит, это меня не Да, касается. да, понятно. Хорошо. Пусть Марите очистит свое информационное поле от этих снов иллюзорных, оставит только Там хороший, кошку благостный нужно опыт, почистить, нужный. она почему-то Ага. идет как гата. Мгм. Хорошо. Пусть она позовет свою кошку. О, вот почему уже второй раз слышу гата. Гата? Это по-испански кошка. Мгм. Вот так как-то мне идет. Гата. Так, Типа что, хорошо. год, гад? То есть вот эти божественные низковибрационные, типа они что М. же боги? Энергии кошки как бы набирают на себя. И она вот, эта кошечка, она вот как ходила вот там по кровати, эти все блоки рассматривала, и она как бы нацепляла на себя и Хорошо. Пусть Марите чистит очистит ее, свою да. кошку. Мгм. Очистит, поднимет в благостное пространство. Она это сделала, и окончательно вот из зубов такие энергии вышли. Я ей говорю, чтобы она восстановила свою челюсть, свои зубы, свое абсолютное здоровье, красоту, гармонию на всех уровнях эфирных тел и физического тела. Мгм. Хорошо. Сделай это. Сделала. Мгм. Ну, хорошо, Виктория. Спроси тогда у Марите, все ли сделали мы на этом сеансе. Что-то... Говорит почти. Так, что еще осталось? Показывает на руке такой часы на правой руке. И говорит потом. Мгм. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, благодарим ее за труд, тогда Да, я ей поднимаемся. передаю, чтобы Мгм. она полностью очищалась от всех. Она Мгм. взлетает, как ангел с крыльями. То есть от Мгм. этих ситуаций она освободилась. Хорошо. Поднимаемся максимально вверх, Мгм, наполняемся энергией, жизнью, гармонией, процветанием. мгм. Прощаемся с Марите, отсоединись от нее. Да. Посмотри, Виктория, есть ли у нас замороженная ситуация. Нет, ничего нет. Я все отправляю в портал на полную аннигиляцию, очищаю все пространство, наполняю. Мгм. Сама наполняюсь и перед светом, Мгм. гармонией Я, и я передаю тоже. информацию всем, Мгм. чтобы Да. все светлые души выходили из эгрегоров, отсоединялись М. от любых эгрегоров утечки энергии, возвращали весь свой потенциал и распространяли свет свой на Мгм. все пространства. Хорошо, Марита, я хотела оставить эту информацию в общем пространстве. Виктория, оставь эту информацию в общем пространстве. Пусть этим опытом пользуются те, кто хочет. Мгм. Мгм. Хорошо. Все в порядке у тебя в пространстве, Виктория, еще раз посмотри. Да, все хорошо. Мгм. Ну все, тогда я, Виктория, посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. Отсоединись от всех и всего. Посмотри, чтобы не было никаких зацепок. Да, хорошо. Мгм. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. Будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Самое главное, Ну, линейку рассмотрели. Я доволен своей работой.
Я тоже. Молодец, Виктория. Да, Марик. насчет Тараса интересно. Так этого следовало бы и ожидать. Не, ну, мы в прошлый раз, когда с Евгением разговаривали, я говорила, мне всегда по всем аспектам не проходят, и те аспекты, которые для меня важны, они не зачитаются. Он говорит, у тебя какое-то предвзятое отношение к Тарасу. И что в прошлый раз тоже практически ни один аспект не посмотрели. Говорит, я говорю, у меня вообще почему-то с мужской стороны, у меня вообще почему-то, не знаю, какое-то не такое отношение. Было. Было, да. Было, а сейчас все хорошо. Получается, что мужчины всегда меня использовали. Такое самочувствие, где надо пройти этот аспект, как бы озвучить, его не озвучивали. А потом говорит, нет, он там был, типа, все не надо. А потом через два сеанса, да, всплывает, типа, а ты же не озвучивала, так я его уже давно, он не озвучивал. То есть мы должны воспитать в себе осознанность, честность и открытость. То есть взять верх над этими программами. А что такое программа? Это убеждение. Ну, все управляет убеждение всеми процессами. Это мы думаем, это женщина думает, что подсознательно, возможно, что она, то есть когда-то решила, она убеждена, что она недостойна на что-то лучшее, и поэтому вот вокруг нее вьются такие мужчины. А почему? Потому что зацепка есть та, которая постоянно там, как тревожная кнопка. Так куда ты? Да посмотри, что у тебя там было. То есть гонишь его в дверь, оно лезет в щель. Поэтому очень важно вот прорабатывать это, осознавать. И именно когда ты на физике начинаешь как практиковать свои новые убеждения, то есть, да нет, я так не хочу, я хочу по-новому, только тогда начинает вот это все разваливаться. Вот эти все программы. Ну, ничего не бывает зазря. Вот к нам девушка приходила. Вчера я тоже вечером, ночью фактически, она мне начала писать. Читала ее возмущение работой Тараса с Аней. Вот, то есть они тоже должны как бы, ну, понять, что вот так выехать на каких-то таких делах, ну, не получится. Потому что, ну, можно обмануть себя, можно обмануть кого-то, но свою душу, карму не обманешь. То есть нужно вопросы эти решать. Я это чувствовала, мне так было плохо, когда перед войной я знала, что будет война. Тут все говорили в Америке, что готовится нападение на Украину. Я там звоню детям, я всем... Никто меня не слушает, никто не понимает. Тарас, как за каменной стеной, куда-то пропал, уехал куда-то за границу отдыхать. Его нет. Ну, в принципе, нам должен был быть первый сеанс, как он возвращается после отпуска. У нас должен был быть первый сеанс. И он, ну, я говорю, у нас же завтра сеансы. Да. То есть я же ему ничего плохого не сделала, и он перестал со мной общаться. То есть это его выбор. Работать с человеком, который ничего не видит, она не умеет считывать эфирные ДНК-энергии. Когда я посмотрела их сеанс, я спать ночь не могла, потому что я еще где-то, ну, я надеялась, что это кому-то что-то, ну, помогает. Где-то что-то, я не интересуюсь, кто чем занимается, мне это не нужно. Я никому оценок не ставлю, ко мне никто не приходил за оценками, поэтому это меня как бы и не касается. Я понимаю, что каждый работает на своем уровне, и у каждого свои люди приходят. Тот, кто готов быть по-настоящему свободен, тот, кто готов честно назвать вещи своими именами, на себя со стороны посмотреть, вот, тот найдет такого, кто ему поможет в этом. А кто хочет заблуждаться, тот найдет того, кто будет его заблуждать. Я знала полгода еще перед этим, что Тарас уже уходит от нас. Он уходит, его миссия закончилась, я это слышала. Когда он уже не мог проводить сеансы,
нужно туда, я четко вижу, где контракт, а он вводит в сторону. Я даже на каком-то сеансе сказала: Тарас, да что ты творишь? Ну, я знала, что его так удерживает. Удерживает точно так же, как Лена. Я с Леной работала, это ее прошлое воплощение. Ну, не нужно, как бы мы за прошлое воплощение не в ответе. То есть, нужно на это смотреть реалистично. То есть я отвечаю только за те поступки, которые я сделала в этом воплощении. Ну да, сознательно. Да, сознательно. А то, что было, я так не делаю. То есть я от этого отказываюсь. Вчера вспомнила только, что я 2 раза только убирала у этой Нормы дом. А так ее Но Норма и я зовут, да? Да, ее О. имя Норма. Я еще думаю, какое ее имя? И она мне просила у нее, я говорю, нет. Вот я как чувствовала, я сразу как увидела какую-то, хоть какую-то атрибутику, сразу нет. Это прогресс. Хорошо, Это Марина. прогресс. Почувствовала подсказки подсознания и пошла. Единственное, Молодцы. то, что вот соседи не посмотрели, что это соседи там. Я стараюсь зрить в Не, корень. ну да, то, что идет, а Так потом что, уже если что, аспекты, не да, обижайся. подожди. Эти соседи, они притянулись на те контракты. Поэтому контракт ушел, соседи уйдут. Интереснейшее видео. Ну пусть люди понимают. Понимаешь, тут ничего такого нет. Как работают программы. Ну, добро, Марите. Молодец, трудись дальше. Трудно. Умница.